Сегодня невероятный день. Форекс рынок спит, там вообще ничего нет. Но если вы посмотрите на биржу московскую, сегодня посмотрите, сколько сигналов. Минимум здесь 15 сигналов мы видим, не считая еще вот этих сигналов. Давайте разберем, причем мы посмотрим сегодня вот в таком варианте, что ни один не будем исключать. Будем смотреть все, разбирать детально, потому что сигналы пришли в самый горячий рыночный период. Это с 10 до 12 по Москве. Они еще будут дальше приходить, возможно, какие-то новые будут. Но вот здесь увидите все акции, где сегодня были сигналы на разворот. Я вам покажу последовательно, как такие сигналы торговать. И еще что важно, что многие трейдеры в своих стратегиях вообще не учитывают, я не знаю почему, когда нельзя торговать, когда нельзя входить в рынок. Потому что если есть правила, это не означает, что ты войдешь в рынок. И сейчас я объясню, почему, при каких условиях можно входить, а при каких нет. Вот этим отличается прибыльная, профессиональная торговая система от одноразовой, скажем так, сделанной на коленках системы или стратегии, если ее так можно назвать. Итак, начнем мы с первой акции. Она называется FESH. Это дальневосточное морское пароходство. Кстати, это одна из тех акций, у которой, на мой взгляд, насколько я помню, самый низкий флоут. Флоут, да, это количество свободных акций в обращении. Насколько я помню, это одна из таких акций, с которой нужно быть поаккуратнее. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Чтобы зайти в эту акцию, ну то есть открыть график, нам не нужно ее искать в обзоре рынка. Робот уже ее нашел. То есть он нашел там готовую ситуацию для торговли, готовый сигнал. Нам достаточно нажать на вот эту кнопку, где символ, потому что она кликабельна, и автоматически у нас откроется окно графика этого, и там будет вся информация по системе. Нажимаем. Загружается график. Мы что делаем? Второй шаг. Мы смотрим налево. Если слева уровень есть, второе условие совпало, перейдем на минутку и детализируем. Мы ждем стрелочный сигнал. Давайте вот так уменьшим. Посмотрим налево. Мы ждем стрелочный сигнал, но обратите внимание, когда сигнал появился, цена уже ниже уровня. То есть здесь мы имеем ситуацию, при которой покупка, несмотря на то, что рынок отскочил, она здесь не актуальна для нас. Видите, да? То есть уровень есть, экстрим осциллятора есть, но когда пришло условие 3, вот это, цена ушла ниже уровня. Вот что значит правильная система, не которая тебя только и знает, что вводит в рынок, дает тебе сигнал на вход только, а когда не входить. Угу. Ведь это часть дисциплины. Если ты не знаешь, когда тебе не входить, то ты всегда входишь в рынок и удивляешься, почему у тебя большая часть сделок убыточной. Для этого используются фильтры. То есть должны все условия совпасть. И вот из, скажем, 15 символов, которые предлагаются, если совпадут по 3-4, это гениально. И это очень круто. Угу. То есть ты не торгуешь все подряд. О, мне все сигналы робот дал. Ты торгуешь там, где совпало. Дальше идем. Это Северсталь CHMF. Нажимаем на кнопку. Можем там набрать в поисковике, неважно. Загружается график. Все готово, отлично, давайте посмотрим. Еще раз, я специально, видите, не выбираю ничего и заранее не готовился. Это рандомное видео совершенно, как и большинство, которые на канале. Потому что все, что я показываю, это работает и так. Поэтому здесь не надо ничего выбирать. 1025 CHMF. Правильно я сказал? Северсталь. Почему-то у меня не этот сейчас. Да, Северсталь. Тикет не видно. 10.25, давайте посмотрим. 10.20. Ну, примерно в одно время. Да. Перейдем на М1. На М1 мы детализируем, чтобы точно войти в рынок. Смотрим налево. 10.25. Есть уровень, да. А есть стрелочный на покупку? Нет. Ага. Я еще про четвертое условие не сказал.
Но вы заметите, насколько это вам легко и просто дается в плане торговли. Все, есть сделка, нет сделки. Ты не за... Вот еще что, такой момент интересный, то, что когда я учился торговать, и вот там мне давали правила, там все вот эти условия, проблема была в том, что все равно я как-то оставался и смотрел на этот рынок. Вот ты сидишь и его загипнотизируешь буквально, смотришь за ним. Зачем ты за ним следишь? Должен в моменте сказать, есть у тебя сделка или нет. А не так, что, ну, может, она еще появится, может, там что-то будет, может быть. Да? Но в моменте у тебя должен быть ответ, есть сейчас или нет. Если ты говоришь о том, что может появиться потом, хорошо, при каких условиях тогда? То есть конкретно, хорошо, сейчас нет, потому что всех условий нет. То есть ты не думаешь, что можно было бы войти, я бы заработал, я потерял, он ушел вниз, сигнал отработал, сигнал не отработал. Это все вот для, я извиняюсь, для дураков. Вот именно, вот я признаюсь, честное слово, я был такой, что я судил сделки по степени того, как они отработались, даже если я в них не участвовал, да. Лукойл тоже 10.25, смотрим. 10.25, buy сигнал, смотрите. Видите, я не выбираю. 10.25, сразу, смотри, 10.25 у тебя сигнал, смотри налево. Есть ли слева уровень? Нет, уровни пробиты. Отмена сделки. Ну, а почему тогда бы не продать? Дело не в этом. Если у тебя сигнал на sell, хорошо тогда. Это совершенно, вот, я вам так скажу, другой уровень мышления. Вот я когда был убыточным, я вот вообще так не мыслил. У меня даже так в голову не мог, как это, ну пошло же, ну как пошло же. Смотри, сколько можно. О, сигнал не отработался. Что вот сделать, да? Идем дальше. Это даже важнее правил, когда мы о них говорим. Вот эта вот ментальная часть, да, твои вот эти убеждения, которые в тебе живут и через которые ты проносишь все свои сделки, все свои, весь свой торговый процесс, это очень важно. Очень важно, потому что на выходе ты, собственно говоря, получаешь то, что имеешь. Идем дальше. ВТБ. Тоже в 10, примерно в это же время, 10:30 ВТБ. Пока я не вижу ни одного сигнала, который бы подходил под мои критерии. И это очень круто, еще раз. Это огромное преимущество мне дает. Многие трейдеры даже этого не знают. Так, идем. ВТБ 10:30. 10:30. Вот он здесь, ситуация на бай. Смотрим налево. Если слева уровень, нет. Идем дальше. Белуга. То же самое. Смотрите, сколько сигналов у нас отсеивается благодаря фильтрам. Даже не будем говорить то же самое, да. Уровня нет, все, дальше мы не смотрим. То есть у нас есть входной билет, да, а потом еще фейс-контроль, да, еще один контрольный. Я говорю, вы вообще будете на другом уровне торговать, у вас мышление просто поменяется. От мышления постоянного вовлечения в рынок, постоянной взаимодействия с рынком, к трейдеру, который смотрит со стороны больше. То есть вы меньше в рынке, больше вне рынка. И только тогда, когда реально есть условия, вы там. Это вообще другая философия, совершенно другой уровень. Идем дальше. ТГК. ТГК. Вообще эта акция, она невероятно волатильная. Невероятно волатильна. 10.40 сегодня. Но не будем ее смотреть. Здесь нечего, здесь график ни о чем, да, я имею в виду чисто технически. Хотя все отрабатывает, но вряд ли вы особо будете тут вообще торговать. Башнефть. $10.40. Здесь был buy сигнал, но не было четвертого условия. Я трейдерам на обучении в личном кабинете как раз об этом и рассказываю. Вот когда ты приходишь, начинаешь торговать системно, да, у тебя в первые дни, недели может быть ломка, вообще дикая ломка. Ты будешь просто даже психовать в какой-то степени. Ну как, здесь сигнала нет, здесь не совпало. Будут дни, когда 10 из 10 совпадает. Будут дни, когда 10 из 10 не совпадает.
Но когда не совпадает, и ты хочешь войти в рынок, а нельзя, вот у тебя в этот момент начнется ломка. Ты будешь нервничать, психовать, злиться, может быть, на систему. Да, потом скажешь, нафиг зайду в сделку. Потому что вот эти привычки, которые долгое время живут с тобой, даже если ты торгуешь 2-3 месяца, они уже часть тебя. Ты привык так действовать. Тебе даже важнее оказаться правым, там, угадать, куда пойдет цена. Ты даже когда входишь в рынок, вот ждешь вход в рынок, ждешь, нет условий, ты это понимаешь, но ты входишь, не выдерживаешь, и тебе как-то отпускать, тебе даже легче становится. Ты прям как будто груз снял. Но это на время, буквально несколько минут, потом ты что-то к тебе озарение приходит, эмоциональная волна отходит, ты такой думаешь, блин, ну зря вошел, ну уже вошел, ну уже ладно, вот такой вот. Я не знаю, как это объяснить. Это видео записываю не для контента даже, а это, может, никому интересно и не будет. Рынок акций еще, и Аркадий тут что-то вещает. Но это вот поймут очень малая категория людей. Так что здесь нет, идем дальше. Когда будет четвертое условие, я расскажу. Здесь отработано? Да. Но я не смотрю на то, что, надо было здесь купить. Почему я здесь не купил? Еще раз, это вот то, что сейчас я вам делюсь с вами, это вот мои прошлые состояния. Да, вот. Удивительно, что ты даже об этом, я говорю, тебе в голову это не приходит, как так может быть, что именно из-за этого, да, или что. Ты даже можешь настаивать, что торгуешь по правилу. Флот, Совкомфлот. Хорошая акция. В свое время выросла. Не так давно, кстати, было на 100 с чем-то процентов, то ли даже больше, может 200%. Ну, так, на долгосроке я имею в виду. Так, Совкомфлот. 10.40 Совкомфлот. 10.40 здесь, да? Давайте поставим вертикальную линию. Вот здесь, в этой области. Перейдем... это минутный уже график. Ну, отлично. Какое второе действие? Проноси весь свой торговый процесс, все свои решения через одну формулу. Не важно, что делает рынок. Важно, что делаешь ты. Рынок может делать все, что угодно. Где твое твердое, где твое преимущество? Посмотрим налево. Есть ли слева уровень? Да. Круто. Какое третье условие? TC Buy. Стрелочную покупку. Есть. А вот мы подошли к четвертому условию. Какое? Слабое дно. Есть? Да. Точка входа на Buy здесь. Вот идеальный сигнал из всех. Вот мы идем прям снизу. Видите, я же не придумываю ничего. Идем снизу. И дошли до почти середины, флот. То есть ты сидишь, в 10 часов пришел, такой начинаешь торговать, и ты ждешь реально, когда у тебя будут все критерии, они настолько примитивные. То есть, еще раз, давайте, да, сигнал смарт-сканера. То есть он из-за тебя выполнил огромный объем работы, на самом деле. Если сигнал здесь появился, значит, все критерии общие, они совпали. Раз. Смотри налево, сразу здесь же. Уровень есть? Какой? Он у тебя на графике обозначен прямоугольником. Есть. Стрелочный сразу после этого обычно увидишь, или в моменте все это будет в течение нескольких минут. Есть. Все, готово, жди паттон, покупай. Паттон появился, слабое дно. Ты заходишь в лонг, твои стопы всегда короткие за паттерном. И если рынок, например, горячий, ты можешь увидеть вообще сумасшедший рост в свою сторону. Но такой задачи нет. Еще важный момент по этому поводу. Вот трейдер начинает торговать, он получил правило. Очень часто я замечал, в моей торговле такое было, когда ты заходишь в сделку. Еще раз, я не жду, что вам это видео понравится. Это не для этого. Ты заходишь в сделку здесь, например, да, все красиво, стоп здесь у тебя, и вот здесь ты ожидаешь тейка. Потом ты видишь, что рынок пошел в твою сторону, все, подходит к тейку, уверенный. Что ты делаешь? У меня такое раньше было постоянно, может быть, вы этого не делаете, лично вы, вот вы, кто смотрит сейчас. Я брал и тейк туда загонял, на Луну. Потом рынок возвращался, меня выбивал по безубытку, или там с лоссом даже, и все. Ты не можешь так торговать. Ни внутри дня, ни позиционно. В среднем это 1,5. 1 к 1,5. 1 к 2. Стоп к тейку. Это самое правильное соотношение, где у тебя хороший процент, высокий достаточно, прибыльных сделок, и досягаемость тейков хорошая.
Это гарант твоей уверенности еще. Потому что если ты будешь торговать с процентом прибыльной сделки 30, что ты будешь там, уверенный? Нет, конечно. Более того, тебе надо попадать тогда больше в хорошие сделки. То есть хороший, я имею в виду, что потом полетит в твою сторону. Такое же не часто происходит. Рынок так не ходит. Это очень важно. Так что вот первый сигнал. Идеальная покупка. Да, стоп получается, ну, грубо, 5 points. Да, тейк получается 7 points на ретесте структуры. Это идеально. Идем дальше. Двигаемся дальше. Роснефть. Причем все сегодня такие акции крупные, да? Роснефть. Роснефть 10.45. У нас почти там и стоит вертикальная линия. Отлично. Смотрим 10.45. Роснефть. Уровень. Да. TC Buy. Да. Смотрим, есть ли двойное дно. Да. Хоть оно здесь не такое ясное в плане формы, да, потому что двойное дно вообще что это такое, да? Нет, здесь слабое дно, простите. Что это такое? Это обычно треугольная форма. Да, все паттерны имеют треугольную форму. И треугольник бывает вот такой ровный или более широкий, что нам как раз нужно. А бывает вот такой. Вот такой, например. То есть здесь есть форма, но она не очевидная. Угу. В этом нет никакой проблемы. Почему? Потому что рынок не идеальный. Соответственно, мы входим вот здесь, стоп и за паттерн, и здесь мы снова имеем движение в нашу сторону. Есть одно очень важное правило, которое мы используем внутри дня постоянно. Это называется контроль позиции. Если цена прошла, это очень важно, если вы его не используете, вы очень много теряете. Если цена прошла в плюс больше, например, ну скажем, до тейка, я не знаю, больше 70%, да, то я начинаю двигать стоп, я начинаю двигать стоп-лосс. Это очень важный профессиональный инструмент. Все трейдеры, которых я знаю, возможно, есть другие трейдеры, которые действуют иначе, интрадейщиков активных, все они это используют. У кого-то больше, у кого-то говорит, кто-то говорит 50%. То есть, например, я здесь зашел, да, скажем, мой стоп условно, ну, 10 пунктов пусть будет, да, цена прошла, например, 10 пунктов, 1 к 1, я беру стоп, двигаю. Кто-то использует какие-то значения в процентах и так далее, неважно. То есть это вы должны учитывать и иметь в виду. Потому что рынок может пойти в вашу сторону, чуть-чуть не дойти до тейка и развернуться. А ты можешь сидеть и ждать чуда. Это нелогично совершенно. Поэтому здесь скорее без убыток. Идем дальше. Сбер. Нет, извините. CHMK. То есть мы нового ничего не делаем. Но здесь не будем смотреть. Здесь какая-то ерунда. Непонятный график. Сбер. Сбер более понятный, да, график? Сбер, есть сигнал? Вы уже сами знаете. Сейчас есть сигнал на бай? Нет. Идем дальше. Вот у нас был один сигнал. Это Совкомфлот на покупку идеальный. Митчелл, моя любимая акция. Одна из таковых. 11.10 Митчелл. 11.10. Вот здесь. 11.10, да. 11.10 Митчелл на экстриме осциллятор. Смотрим налево. Уровень, да, есть. TC Buy есть. Есть ли у нас двойное дно? Слабое дно, разворотное дно? Нет. Сделки нет. Аэрофлот. Не то видео, которое вы хотели бы видеть, да? О, прибыль! О, прибыль! Я вам показываю, как есть профессиональный трейдинг какой. Он монотонный, скучный, избирательный, сосредоточенный, не терпящий каких-то там заигрываний или
самотолкований каких-то. У тебя есть правила, если каждый символ, на который ты смотришь, ты эти правила проносишь через них. Все. Есть, есть, нет, нет, есть, нет. Если у тебя правила есть, и они тебе постоянно дают вход, это фигня. Идем дальше. Softlines. SOFL. Чем она занимается, вы знаете? Не помню. 11.45. Это уже прям совсем свежий пример. 11.45. Смотрим здесь. Ну, здесь сразу понятно, что нет сигнала, пробой уровня нету. Несмотря на отскоки, нас не волнует. Нету ситуации. В общем, если вам интересно, я оставлю ссылку на свой сайт. Заходите, выбирайте оптимальный, подходящий для себя вариант подключения. Только при одном условии, что то, что я вам говорю, вам откликается. Если нет, ну, не стоит этого делать. Все, увидимся. До связи, пока.